Здравствуйте, Овны! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что же вас ожидает на следующей неделе. Какие карты вам выпадут, что интересного у вас произойдет и к чему вам следует быть готовыми, собственно, с 8 по 14 декабря. Давайте посмотрим, что же у вас происходит по дням. Я на каждый день недели, как обычно, достану по одной карте. Сначала основная колода, затем дополнительная. И мы смотрим, какие карты у вас выпадут, в каких комбинациях они выпадут. И с вами вместе разберем эти сочетания. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, сообщение. Любая активность приветствуется. Не стесняйтесь, пишите. Итак, Овны, давайте посмотрим. Неделя с 8 по 14 декабря. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Смотрим, что у нас есть. На дне колоды король кубков. Замечательная карта. Водные стихии, правда, не совсем ваши стихии, а водные. Может быть, общение с водным знаком будет иметь значение важное. То есть это раки, рыбы или скорпионы. Но также здесь есть много земных знаков. В целом можно говорить, что здесь и земные знаки присутствуют. То есть девы, тельцы, козероги. Поэтому про знаки, наверное, не будет так уж актуально говорить. Но смотрим. Король кубков. Семерка жезлов. Вы здесь заняты каким-то важным для вас делом, любимым, интересным делом, или хотите решить какой-то для вас важный вопрос, но делаете это с энтузиазмом, с уверенностью в успехе, в результате, и у вас, собственно, есть все инструменты для достижения вашей цели по карте алхимика или волшебника или мага, собственно, да, у вас очень много для этого возможностей. Еще и ваша карта императора дальше идет, собственно, да, когда вы чувствуете себя лидером, вы чувствуете себя начальником, руководителем, вы активные, энергичные, вы волевые, вы принимаете решения того, что вы делаете, как ваша жизнь, собственно, развивается. И семерка жезлов, вы очень мужественные, очень деятельные, очень здесь решительные и стойкие к любым проблемам, к любым сложностям. По королю кубков настроена очень сильно настроена на успех. Давайте посмотрим. Десятка жезлов, которая здесь у вас есть, первая, которая выпадает на понедельник, собственно, показывает, возможно, перегруженность делами, перегруженность работой. Вы можете на понедельник нагрузить себя какими-то заботами, может быть, даже больше, чем следовало бы, потому что вот десятка жезлов, она про то, что вы навьючили на себя очень много задач и стараетесь это все вытянуть, сделать. Может быть, даже решительность ваша окупается в каких-то вот вопросах важных, благодаря вот этой вашей уверенности, что я смогу все выполнить, все сделать, как раз у вас это и получается. Ну вот десятка жезлов, давайте посмотрим у Овнов. Десятка жезлов на понедельник вместе с картой Страшный суд. Это в целом карта успеха и карта короля кубков. Опять-таки вы настроены на успех, на результат. Вы любите то, чем вы занимаетесь, вы делаете здесь какую-то работу, и, может быть, по Страшному суду даже какая-то работа, которую вы откладывали на потом, с понедельника принимаете решение к ней вернуться, ее выполнить, сделать, доделать, но вам это удается сделать успешно. То есть правильное решение принимаете, собственно, что здесь решили так действовать. Также можете здесь, если речь идет про общение с кем-нибудь, то можете испытывать определенные сложности с общением с другим человеком, но при этом здесь вы можете по карте Страшный суд попытаться наладить контакт с кем-то или увидеть кого-то, с кем вы давно не виделись, возможно, попытаться выяснить какие-то вопросы, которые вас беспокоят, какие-то недосказанности, которые у вас были, возможно, которые загоняли вас в тупик, и, возможно, вы по-другому смотрите на какие-то вещи сейчас, и поэтому хотите уже как-то по-другому какие-то вопросы обсудить там с этим человеком. Может быть, это водный знак, то есть раки, рыбы или скорпионы. Дальше идет карта королева Пентаклей, земная стихия, то есть девы, тельцы или козероги. И с вашей стороны, я думаю, что нацеленность на работу, зарабатывание денег, на вот это обеспечение благополучия своего финансового, материального благополучия, которое позволит чувствовать вам себя в достатке. Поэтому вот она, королева Пентаклей. В отношениях тоже как желание сохранять стабильность, сохранять
постоянство, да, в отношениях, собственно, и чувствовать вот эту гармонию в отношениях с близким человеком, то есть сердечность, верность, которую вы хотите здесь проявлять, собственно, в отношении своей семьи, близких. Карта Иерофана здесь тому подтверждение. Ваша уверенность, что семейные ценности очень важны для вас, важное значение занимают. Также королева Пентаклей с Иерофантом очень большое значение человек знака Телец может иметь. В целом земная стихия, Девы, Тельцы или Козероги. И здесь вы очень цените все, что касается традиций, семейных ценностей, того, что касается постоянства такого финансового в вашей семье. Может быть, вы обеспечиваете свою семью, может быть, вы хотите перевести ваши отношения на новый уровень, если вы не в браке, и вы хотите создать семью, вы думаете об этом всерьез, потому что вам хочется этого постоянства, да, то есть у вас ощущение, что брак — это будет как королева Пентаклей, то есть ощущение постоянства, не просто чувств, не просто эмоций, а именно вот уже какой-то материальной составляющей, да, больше уверенности, что ли, в этих отношениях. И карта Пажа Кубков как хороший шанс для этого, хорошая возможность или импульс, который вам дается от Вселенной, это такой толчок, чтобы это можно было как-то, на это можно было вас смотивировать. Также можете какие-то хорошие новости здесь получить касаемо успеха какого-то финансового, кого-то из ваших близких, то есть какое-то хорошее событие, хорошая новость. Дальше 4 кубков и 5 кубков, еще и карта смерть, то есть среда, четверг, пятница под вопросом. Давайте посмотрим, почему такие карты выпали. Потому что вы 4 кубков, карта разочарования и обиды, карта неприятностей, которые могут у вас быть, может быть, апатии, в которой вы находитесь. У кого-то просто даже возможность побыть дома, остаться дома, никуда не хочу, ничего не буду делать. Можете просто даже заняться таким вот каким-то диванным днем, когда сможете остаться дома, просто посидеть дома. Какая-то апатия, замкнутость может присутствовать у вас. И также ситуация, где вам может предлагаться нечто, но вы не уверены в том, принимать ли это предложение. Поэтому, собственно, здесь этот кубок и появился. Да? Принимать, не принимать какую-то возможность. Можете отказать себе в этой возможности. Давайте посмотрим Овны, 6 мечей здесь также и карта 3 жезлов. То есть здесь, знаете, как в ожидании. Вот она, 4 кубков. Ждет, сидит, ничего не делает. Хотя возможность есть. 3 жезлов. Цель есть, но ждет волну. Ждет, когда будет успешный момент, успешная возможность. 6 мечей. Ищет удачного шанса, удачной какой-то возможности, удачного момента подходящего для того, чтобы меняться, двигаться, что-то изменить в своей жизни. То есть интересуется, проявляет интерес, но не действует, ждет, выжидает. Не знаю почему. То есть все равно как состояние апатии. Может быть, вы находитесь в состоянии апатии, потому что, опять-таки, узнаете о чем-то, что где-то там находится на расстоянии, далеко от вас, 3 жезлов, поэтому и ждете какого-то подходящего для этого момента, ждете подходящей возможности, чтобы проявить себя по полной, да, показать свою силу, свое влияние, свою власть, может быть, по 9 пентаклей, чтобы добиться в чем-то успеха, чтобы прийти к этому успеху. Возможно, как будто бы откладываете на потом какие-то действия. Здесь просто можете сделать такой тайм-аут, перерыв. Карта 5 кубков. Печаль, разочарование, что что-то может идти не совсем так, как вам хочется в четверг, вас это может расстраивать, вы можете здесь в какой-то конфликт встрять, может быть, да, который вам опять-таки не добавит позитивных эмоций, вас это может тоже расстроить в какой-то степени. То есть, может быть, не самый позитивный для вас день, какие-то разногласия, ссоры, которые могут здесь почему-то появиться у Овнов. Давайте посмотрим дополнительную карту. Карта Верховная Жрица, карта Повешенной, какая-то тупиковая ситуация, которая у вас возникает, потому что вы можете узнать какую-то информацию, которая от вас скрыта. И вам нужно быть здесь терпеливыми, спокойными, постараться увидеть все в другой перспективе и сделать из этого какой-то вывод, какой-то урок вынести, постараться не реагировать резко и бурно. Это может касаться вашей семьи, вашего дома, то, что вы здесь узнаете. И это может действительно для вас быть таким каким-то стрессом, разочаровать вас, привести к какому-то переживанию из-за этого, может быть, даже отчаянию. Дальше идет карта смерть, карта завершение периода важного, может быть, какая-то трансформация, через которую вы проходите. Для кого-то это общение с человеком знака
Скорпион, карта смерть, но в целом основное это все-таки как освободиться от чего-то, что отжило, что не нужно, с чем нужно уже попрощаться, а что уже вам не служит, не подходит. Поэтому, собственно, и карта смерть здесь. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть в дополнительной карте. Дополнительная карта. Может быть, просто как завершение рабочей недели, даже не знаю, но завершение. Просто смерть, она не просто про завершение недели, она более глубокие какие-то трансформирующие изменения обычно показывает. Карта рыцаря мечей, карта десятка кубков. Смерть. Завершить какую-то ситуацию, связанную с воздушным знаком, весы, близнецы или водолеи. Может быть, завершить какую-то ситуацию, которая требовала от вас упорства и настойчивости. Может быть, прекратить на кого-то злиться, прекратить здесь бороться за что-то, или прекратить с кем-то ссориться, или выяснять отношения, прекратить, да, перестать это делать, перестать защищать или защищаться. И это может касаться кого-то из близких. Может быть, здесь что-то было основано на обмане или на нечестности, или вы кого-то здесь обманывали. Тоже как перестать защищаться обманным путем или перестать вот какие-то такие действия здесь выполнять в отношении кого-то из близких. И дальше четверка жезлов и десятка пентаклей. Карты такие очень семейные, очень домашние. Это время в семье, это время с близкими. Это по четверке жезлов желание сохранять гармонию и спокойствие, такой миропорядок в вашей семье. Возможно, здесь какие-то даже вопросы, касающиеся празднеств, каких-то событий семейных, на которые вас приглашают, может быть и такое, то есть как возможность провести больше времени с семьей из-за каких-то подходящих для того мероприятий, каких-то ситуаций, праздников. Четверка жезлов, может быть, просто больше времени уделяете своим близким. Давайте посмотрим. Овны, собственно, да, на субботу, что здесь у вас еще есть. Карта туза мечей, карта двойка кубков, туз мечей и четверка жезлов. Решить какую-то проблему в семье, решать какие-то вопросы в доме, действовать решительно, смело, находить выходы из ситуации, собственно, и хорошие, успешные решения находить. И двойка кубков, хорошие отношения, где вы решаете какие-то спорные моменты, налаживаете отношения, решаете спорные какие-то ситуации, по-другому уже смотрите на вещи, совсем по-другому реагируете и находите решения соответствующие, уже исходя из того опыта, который у вас есть, и готовности, собственно, да, по-другому реагировать, не так, как вы это могли делать раньше. Карта десятка пентаклей. Кстати, может быть, и решить какой-то вопрос с вашими детьми, потому что вот она двойка кубков, она не только про отношения в паре, да, она про отношения с детьми может тоже говорить. Дальше десятка пентаклей. Карта тоже здесь семью изображает, хотя в целом дает значение не так про семью, как про материальную составляющую. Но для кого-то семья тоже имеет очень большую ценность, да, и может приравниваться к материальным благам, но по значимости, да. Ну вот десятка пентаклей, может быть, какие-то вопросы финансовые, касающиеся вашей семьи здесь задействованы, или какие-то вопросы, касающиеся вашего дома, где живет ваша семья, каких-то вопросы, касающиеся стабильности в этом доме, собственно, да. Просто успех, в конце концов, финансовый успех, который может быть у овнов в воскресенье. Ну, достаточно неплохая карта. Карта десятка пентаклей у вас и карта четверка пентаклей вместе с королем мечей. Возможность удержать какие-то деньги, не потратить лишнюю копейку. И вы очень-очень скрупулезно относитесь здесь к расходам, к тратам, которые у вас происходят в воскресенье, на выходные. Это могут быть какие-то покупки вашим детям, вашим близким, но вы стараетесь очень разумно подходить к расходам. К тому же король мечей, он опять-таки об ответственном подходе к расходам. Он о том, что вы контролируете свои финансы, о том, что вы проявляете власть, вы такие очень вдумчивые, не совершаете импульсивных покупок или каких-то импульсивных расходов денег. То есть король мечей может говорить про общение с воздушным знаком, кто-то из родственников, возможно, воздушного
знака, это весы, близнецы, водолеи, вы можете проявить какую-то скуповатость, алчность в отношении такого человека. Но дальше вот, кстати, 4 жезлов, тоже семья, да, может быть, семейные праздники, на которые вам нужно купить подарок, но вы не хотите тратить много. 4 жезлов показывает здесь таких счастливых людей, которые что-то отмечают, и 3 кубков тоже про общение, про радость, веселье, возможность что-то вот совместно отмечать, веселиться. Король жезлов, может быть, воздушный знак имеет место, может быть, огненный знак этой ситуации, но в целом вы все равно стараетесь не терять свои деньги, относиться к ним очень и очень, благоразумно, скажем, да. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на неделю с, собственно, 8 по 14 декабря для овнов мы завершаем. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал, оставить лайк или сообщение под этим видео, если вам этот расклад понравился. Я так узнаю, что не зря записала это видео. На этом с вами прощаюсь. До скорого!